Я хочу начать прямо сейчас с теории расставания и с того, что произошло с тех пор, как я переехал в конце года и в начале года, пока не формализую это в новом году, как они просили с тех пор, как я опубликовал теорию в предыдущем видео. Однако, помня, что для того, чтобы контекстуализировать расставание, они должны сначала знать начало всего этого и как развивались их отношения до сих пор, особенно для людей, которые только начинают этот путь или хотят иметь более открытый ум, чтобы по-настоящему понять то, что я хочу донести. Хотя, как всегда, я должен подчеркнуть, что все это всего лишь предположения. На самом деле, это не то, что я выдумал или придумал на основе предыдущих теорий, поскольку я уверен, что многие люди также думали из-за всего, что произошло в те годы. Поэтому я прошу уважения и внимания ко всему контексту, который я передам в хронологическом порядке от предебюта до сегодняшнего дня. Вероятно, он будет разделен на несколько частей, потому что, как вы можете понять, мне немного сложно добавлять соответствующее изображение, фоновую музыку и особенно, чтобы мой голос полностью синхронизировался с объяснением, хотя видео, вероятно, будет длиннее обычного. За это я извиняюсь и прошу вашего терпения для каждой загрузки видео на ту же тему, которая будет обсуждаться. Теперь я хочу начать непосредственно с Тэкука в 2011 году. Тэхён сказал в радиоинтервью, что Чингук сразу же привлек его внимание, когда они впервые встретились, потому что первый раз он увидел его на уроке вокала, и он даже ждал Чингука ночью, пока Чингук не вернется с занятий, но это случалось только тогда, когда он уже спал. Затем Тэхён сказал, что Чингук был настоящим интровертом, потому что в то время он делал все возможное, чтобы не видеть их часто. Сам Тэхён упомянул в интервью, что Чингук почти не разговаривал. Он признался, что было даже время, когда Чингук ждал, пока все уснут, чтобы принять душ, чтобы избежать неловкого момента, и в конце концов Хобби подтвердил то же самое. Позже это подтвердил Чингук в документальном фильме BTS, где он сказал, что раньше был очень замкнутым, но Тэхён очень ему помогал, потому что он даже не мог принять душ или раздеться перед другими участниками. И это то, что мы видели за годы с тех пор, как они встретились, поскольку мы были свидетелями бесчисленных моментов, когда Тэхён подталкивал или мотивировал его делать то, что он, возможно, не сделал бы сам. И также приятно знать, что даже сейчас он склонен опираться на Тэхёна, когда ситуации заставляют его чувствовать себя неуверенно. Тэхён знает его лучше, чем кто-либо другой. Когда он был ведущим мероприятия, он знал, что Чингук будет самым застенчивым, поэтому он попросил одного из своих друзей помочь ему почувствовать себя увереннее. Это только подтвердило, что именно Тэхён помог Чингуку, когда он больше всего в этом нуждался. В интервью в Японии Тэхён и Чингук рассказали о том, как они сблизились и узнали друг друга, сказав, что они казались одного возраста, потому что они всегда шутили и имели схожий образ мышления. Тэхён даже не ожидал, что Чингук будет использовать формальный язык, потому что ему это не нравилось. На самом деле, Чингук однажды сказал, что он был таким застенчивым в начале 2011 года, что снимал нижнее белье и переодевался, когда прятался, но все изменилось, когда к нему подошел Тэхён. Тэхён даже пошутил, что помог Чингуку снять одежду. Позже Чингук сказал, что не знает, как это произошло, но Тэхён в конце концов отпустил его. Это означает, что их дружба началась из-за застенчивости и дискомфорта Чингука, когда он начал жить с другими участниками до дебюта. Как видно, во время промоушена, посвященного самопрезентации, они часто говорили, что Чингук настолько застенчив, что предпочитает не разговаривать. Это подводит нас к их дебюту в 2013 году, когда они были явно ближе друг к другу, больше дурачились, и Чингуку, казалось, было гораздо комфортнее с близостью и проявлениями чувств Тэхёна. Неудивительно, что Тэхён продолжал помогать Чингуку преодолевать свою застенчивость. 16 июня того же года на фан-встрече Тэхёна спросили, с каким участником группы ему комфортнее всего, и он сразу же выбрал Чингука как самого близкого. Затем он наклонился, чтобы обнять Чингука, и они смущенно улыбнулись. Вот тут-то и начинают проявляться мысли Чингука о внешности Тэхёна, поскольку 6 августа Чингук признался, что Тэхён очень красив, когда они снимали, как он готовится. Неудивительно, что он начал считать Тэхёна привлекательным, даже не прикладывая особых усилий.
В одном из испытаний участники должны были наугад выбирать карты, чтобы определить, кто получит наказание в виде черепа. В первом раунде карту черепа получил Чингук, поэтому ему пришлось выпить очень отвратительную смесь. Несмотря на все попытки, Чингук не смог допить ее, потому что она была очень неприятной на вкус. Я хочу, чтобы вы запомнили эту часть, потому что она будет связана с чем-то, что будет объяснено позже о том же испытании, которое Чингук провалил. Затем они перешли к следующему испытанию, и это было наказание, которое никто не хотел делать, потому что это означало поцелуй другого участника. На этот раз Тэхён проиграл, поэтому Вёб пришлось целоваться перед всеми с красной помадой, чтобы сделать это более заметным. Обратите внимание на Чингука и его реакцию во время наказания Тэхёна. Чингук совсем не выглядел расстроенным. Он даже, казалось, наслаждался жизнью вместе с остальными участниками, не в силах сдержать волнение от перспективы поцелуя. Тэхён же, напротив, был явно нервным и обеспокоенным. Чингук слегка потер плечо Тэхёна, чтобы успокоить его перед наказанием, но главное было то, насколько нервным был Тэхён. В этот момент Чингук практически прыгал от радости, поскольку двух участников собирались наказать. И я действительно подчеркиваю эту реакцию, потому что она очень важна для того, что будет объяснено позже, и его выражение лица не отражало дискомфорта или грусти. Вместо этого он изображал сильное волнение от поцелуя, свидетелем которого он собирался стать, улыбаясь от уха до уха. До этого момента я сомневался, что тэгуки испытывали какие-либо романтические чувства друг к другу. Если и был хоть намек на ревность, то это была обычная ревность между друзьями, особенно от человека, который так сильно полагался на поддержку Тэхёна, чтобы преодолеть свою застенчивость. С моей точки зрения, их чувства в то время были довольно ясны, просто два подростка, строящие очень крепкую дружбу. Для следующего наказания участники снова тянули карты, чтобы определить проигравшего. В этом раунде Джину выпал череп, но Чингук все равно отдал наказание. Даже в те ранние годы Тэхён невероятно оберегал Чингука. Он не только подталкивал его быть смелее, но и помогал ему чувствовать себя более комфортно. Они стали настолько близки, что не было ни дня, чтобы они не делали что-то вместе. От того, как они смеялись, до того, как они прикасались друг к другу, до того, как они искали друг друга, даже не осознавая этого, все показывало, что их отношения развивались иначе, чем отношения Чингука с другими участниками. Тэхён однажды сказал, что видит в Чингуке младшего брата, о котором нужно заботиться, но со временем их отношения стали чем-то более крепким и глубоким, чем просто брат и сестра. И хотя они оба были тогда совсем юными, их отношения уже тогда демонстрировали тот уровень комфорта, который возможен только у двух по-настоящему связанных людей. Еще до дебюта многие другие стажеры говорили, что они всегда были вместе, будь то на тренировках, во время еды или даже во время отдыха. Они никогда по-настоящему не расставались. И так продолжалось годами.